Сегодня в выпуске. Аккаунт Чонгука в соцсети быстро набирает подписчиков, Тэхён попал в сериал со своей песней, а также оба артиста удивили фанатов во время прямого эфира. Джей Хоуп поделился фотографиями с известным американским артистом, рассказал про свою самую любимую женскую кей-поп группу, а также оказался вместе с ними в Берлине. Джин рассказал, что является президентом крайне специфической ассоциации, а также получил платину за свой альбом. Рекорды победы и достижения у Blackpink, Seventeen, Rise, G-Dragon и не только. Концертные новости при участии Кан, Даниэля и Айв. Красотология и брендоводство при поддержке Джексона Вана, Stray Kids, Синквана и Seventeen, Жизели Зеспа и не только. Monsta X объявили о возвращении в полном составе, а Субинности XT рассказал о совете, который дал ему РМ из BTS. Минхо из Шайни показал квартиру, купленную у известного актера, а участник Seventeen будет служить в крайне опасном месте. Хви из Пентагон покидает агентство, SM Entertainment продолжает бороться с хейтерами Rise, а Тэиль, бывший участник NCT, подал апелляцию касаемо недавнего обвинения. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 271. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, ниже комментарии. Также не забывайте о том, что можно помочь каналам, ссылки Donation Alerts Boosty в описании, защитный баннер на экране. Ознакомьтесь, кто в первый раз, ну или кто умеет читать. Я знаю, что большинство умеет читать и большинству это не надо, но специфическим персонажам будет полезно. Впрочем, это совсем другая история. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали. А помните бывшего участника NCT Тэиля, которого приговорили к 3,5 годам тюремного заключения? Он подал апелляцию, давайте подробней. Бывший участник айдол-группы NCT Мун Тэиль, настоящее имя Мун Тэиль, который был заключен под стражу по обвинению в групповом принуждении к половым отношениям с применением силы, в итоге подал апелляцию на приговор первой инстанции. 10 июля 26-е уголовное отделение Центрального окружного суда Сеула провело заседание по делу 3 подсудимых, включая Тэиля, обвиняемых в нарушении специального закона о наказании за сексуальные преступления, и постановил. Хотя подсудимые заявили о явке с повинной и признали преступление, на тот момент уже были собраны объективные доказательства и установлены их местонахождение. Учитывая все обстоятельства, суд назначает наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Дополнительно приговор включает в себя 40 часов прохождения курса лечения сексуального насилия, а также 5-летний запрет на работу в учреждениях, связанных с детьми, подростками и инвалидами. И был выдан ордер на немедленное заключение под стражу. 15 июля двое соучастников данного мерзкого действия подали апелляцию, выразив несогласие с приговором в 3 года и 6 месяцев. В тот же день апелляцию подала и прокуратура, посчитав наказание чрезмерно мягким. 16 июля адвокат Мун Тэиля подал апелляционную жалобу от его имени. Таким образом, дело переходит на рассмотрение апелляционной инстанции, и ожидается, что прокуратура и защита будут оспаривать срок наказания. Пересказывать всю хронологию истории, конечно, мы не будем, вы можете ознакомиться с этим либо сами, либо посмотреть предыдущие выпуски. Но давайте глянем на некоторые доводы защиты. Почему нужно еще меньше срок сделать? Во время следствия через государственного защитника потерпевшей было передано извинение. Потерпевшая приняла извинения и официально заявила, что не настаивает на наказании обвиняемого. После этого Тэиль сам записался на курсы по предотвращению сексуальных преступлений, проходил психологические консультации и покаялся. Сам Тэиль теперь вынужден помогать в ресторане знакомого, чтобы поддерживать семью, так как он больше не может быть айдолом. Что говорит прокуратура? Прокуратура утверждает, что заявление о явке с повинной недействительно, так как это произошло после того, как полиция уже нашла улики и провела обыски. Прокуратура подчеркивает, такое поведение не соответствует юридическому определению добровольной явки и искажает саму суть понятия. Это попытка манипуляции. В общем, история продолжается. Посмотрим, уменьшит срок, увеличит срок или оставит все как есть. Будем наблюдать и двигаемся дальше. SM Entertainment продолжает бороться с недоброжелателями группы Rise. Давайте подробней. SM Entertainment принимает жесткие меры против онлайн-самозванцев и ложных слухов, направленных против их мужской группы Rise. Агентство объявило во вторник о победе в судебном процессе против лиц, распространивших ложную информацию о группе, включая тех, кто выдавал себя за участников группы в интернете. Самозванцы, а также другие виновные, которые, по мнению юридических органов, злонамеренно распространяли ложную информацию, были переданы прокурорам в прошлом году, и некоторые из них были оштрафованы за свои действия, как сообщает SM Entertainment. Агентство продолжает активно бороться со всеми сплетниками, хейтерами, ложными участниками, в общем, всеми мошенниками, манипуляторами и так далее. Опять же, сокращаем, как обычно, текст официального обращения, никакой пощады, всех найдем, накажем и отправим в шахты копать соль. Последняя, возможно, отсебятина, но суть примерно такая, что последние штаны с вас снимем за то, что вы говорите против группы нашей. Примерно такая политика у компании. Собственно, кто беспокоился о группе Rise, как видите, компания их защищает настолько сильно, насколько это возможно.
Ну, к сожалению, всех не пересадишь и не перештрафуешь, но тенденция уже хорошая. Многие агентства защищают своих артистов. Парням из Riot всего хорошего и двигаемся дальше. Участник группы Pentagon покидает Cube Entertainment. Давайте подробней. Хви из группы Pentagon покидает Cube Entertainment. 16 июля агентство Cube Entertainment объявило: мы хотели бы сообщить о контракте Хви. После тщательного обсуждения с Хви мы решили расторгнуть контракт. Хви, как лидер и главный вокалист Pentagon, показал выдающиеся музыкальные способности. Он создавал свой собственный музыкальный мир как продюсер и сольный артист. Мы благодарим Хви за его усилия и преданность, мы просим вас проявить теплый интерес и поддержку к его новому пути. Напомню, недавно Хви, к сожалению, получил перелом носа во время съемок развлекательного шоу на канале JTBC. В настоящее время он приостановил всю деятельность и сосредоточен на лечении и отдыхе. Дополнительно агентство отметило: несмотря на то, что контракт расторгнут, мы планируем всесторонне помогать Хви во время восстановления после травмы. Мы сделаем все возможное, чтобы он благополучно вернулся. Далее по тексту ничего нет касаемо того, куда он подался и вообще уйдет ли он из группы Pentagon, но раз об этом не сказали, значит, скорее всего, он останется в группе Pentagon. У нас даже вот группа Shiny есть, ветеран труда, у них всех по разным агентствам растаскало, кто-то в СМ, кто-то не в СМ, и ничего, вроде работают. Да и у Экса тоже самое, так что думаю, что Хви выздоровеет и все будет хорошо. Так что да, крепкого ему здоровья и двигаемся дальше. Джей Хоуп рассказал про свою самую любимую женскую группу, которую он слушал в армии. Давайте подробней. Джей Хоуп из BTS признался, что в армии он слушал одну женскую айдол-группу. Недавно на YouTube-канале Inkigayo вышел выпуск шоу, тут все на корейском, но кому надо, тот прочитает, под названием «Наш Inkigayo выходит на мировой уровень». Все из-за того, что Джей Хоуп, Killing It Girl, с самого утра тут ажиотаж, дословный перевод. В этом выпуске Джей Хоуп выступил в качестве гостя и продемонстрировал свое искреннее чувство юмора. Он попробовал новые закуски, рекомендованные Лисо из IVE и Хан Юджином из Zero Boys One, и не смог скрыть эмоции, вызвав у всех смех. Также Джей Хоуп решил устроить обратный подарок для съемочной группы. Он приготовил рисовые шарики. Он рассказал, что участники BTS делятся на тех, кто любит корейскую кухню, и на тех, у кого детские вкусы. По его словам, Чимин, Тэхён и Намджун предпочитают блюда вроде кимчи-бо-кымбап, жареный рис с кимчи. Когда мы путешествуем, местную еду в основном едят я и Шуга, а вот у Джина вкусы очень, слишком определенные, добавил он. Он продолжил: когда был маленьким, слушал много песен старших артистов, Big Bang, Boa, TVXQ. На это лицо спросило: а песни Айв слушал? Джей Хоуп с улыбкой ответил: конечно, в армии я очень часто слушал Айв, и если мои сослуживцы сейчас увидят, что я рядом с Айв, они будут в шоке. Ребят, вы видите это? Вот такой вот человек ваш Хён, вызвав взрыв смеха в студии. Своей любимой песней Айв он назвал Off the Record и даже вспомнил конкретную сцену из клипа, чем удивил Лисо. Для солдат Айв это настоящая королева, признался Джей Хоуп. В ответ Лисо приготовила рисовый шарик в форме сердца и сказала удачной службы в армии, выразив поддержку солдатам. Вот такая вот милая история о том, как Джей Хоуп наслаждался музыкой Айв со своими сослуживцами и вспомнил об этом в шоу. Всего хорошего артисту, и Лисо тоже, да и группе Айв. Вообще всем добра. И двигаемся дальше. Далее у нас Хоши из Seventeen и подробности того, где он будет служить, место достаточно опасное. Давайте подробней. Хоши, участник группы Seventeen, в скором времени отправится на обязательную военную службу в армии Южной Кореи, однако недавно раскрыли подробности о месте его подготовки, удивили и встревожили поклонников. Во время прямого эфира на канале Calm Down Man другой участник Seventeen Уджи, который должен отправиться на прохождение военной службы 15 сентября, рассказал, что Хоши отправится уже на следующий день, 16-го. «У меня есть друг, который отправится в армию на день позже меня, он поедет в Йончхон», уточнил Уджи. Йончхон расположен рядом с демилитаризованной зоной, разделяющей Южную и Северную Корею. В этом регионе базируется 5-я пехотная дивизия армии Южной Кореи, также известная под названием «Ключевая дивизия». Это высокоподготовленное подразделение, играющее решающую роль в охране стратегически важных объектов, включая GOP, General Outpost и GP Guad Post, провинции Кёнгидо, и находится в постоянной боевой готовности. На фоне этих новостей многие караты выразили обеспокоенность в соцсетях, отмечая, что трудно не волноваться. Несмотря на тревогу, фанаты продолжают отправлять Хоши слова поддержки, надеясь, что он благополучно завершит свою службу. Думаю, все будет в порядке, там все-таки не дураки работают на границе, уж далеко не дураки, и, соответственно, никто никого никуда там не пошлет без необходимости, и все будет под контролем. Так что фанаты Seventeen, и в частности фанаты Хоши, могут не беспокоиться. Думаю, все будет в порядке. Да и он тоже парень не глупый и будет вести себя адекватно, думаю. Так что, хоть место и опасное, но кто-то же должен там работать. Так что такие вот дела. Двигаемся дальше. Далее у нас Джин из BTS, который оказался президентом очень интересной ассоциации. Давайте подробней. Джин из BTS расскажет о содержимом своего холодильника в выпуске шоу JTBC. Пожалуйста, позаботьтесь о моем холодильнике 20 июля. Но я записываю это 19-го, так что он уже рассказал, но
Давайте к новости. Примечательно, что Джин впервые за 8 лет появится в популярной программе JTBC после своего выступления в составе BTS в 2017 году. В этот день шеф-повар Эдвард Ли отметил: «Я только что пролетел 15 часов, чтобы встретиться с Джином. Моя дочь большая поклонница BTS. Я даже приготовился станцевать с ней челлендж». Услышав это, Джин ответил: «Я восхищаюсь блюдом, которое ты приготовил и в котором отразил всю свою жизнь». Помимо обсуждения своей любви к кулинарии в этом выпуске, Джин также поделился интересным новым фактом о себе. «Я хотел, чтобы больше людей узнали о восхитительном вкусе мульхэ, корейского холодного супа из сырой рыбы. Поэтому я основал ассоциацию по продвижению холодного супа из сырой рыбы. Я активно работаю в качестве ее президента. В качестве президента недавно порекомендовал мульхэ Тому Крузу», сказал участник BTS, удививший поваров и ведущих. Зрители смогут увидеть все содержимое холодильника Джина в 21:00 по корейскому времени 20 июля, ну и после уже в записи. Так что вот, президент он такой организации по продвижению рыбного супа. Просто развлекательная новость такая веселая. Джину всего хорошего, побольше рыбного супа и двигаемся дальше. Далее Минхо и Шайни показывают квартиру, которую приобрел у известного актера. Давайте подробней. На радость фанатам Минхо и Шайни поделился видами своего впечатляющего нового жилья стоимостью около 5 миллиардов вон, это 3,6 миллиона долларов США, который он приобрел у актера Ха Чон У. В выпуске развлекательного шоу MBC I Live Alone зрители получили возможность заглянуть в повседневную жизнь Минхо, в том числе совершить экскурсию по его роскошной квартире. Особенно всех поразил захватывающий вид на реку Хан, открывающийся из гостиной через панорамные окна от потолка до пола. Минхо признался: «Я люблю лето, и как только увидел этот дом, сразу подумал, это будет мой первый дом. Раньше никогда не придавал большого значения виду из окна, но как только его увидел, понял, это то самое место». Он отметил, что при оформлении интерьера уделил особое внимание цветовой гамме. «Я просто хотел, чтобы в доме было уютно. Я размышлял, какие цвета создадут такое ощущение, и остановился на сером, потому что он дарит чувство стабильности. В итоге выбрал сочетание серого и древесных оттенков. Я даже сделал кровать на заказ. Этот дом оформлен полностью по моему вкусу», — сказал он, выразив особую привязанность к новому жилью. Квартира Минхо с видом на реку Хан расположена в жилом комплексе класса люкс под названием Tierra House в районе Соччо, Сеул. Просторные апартаменты площадью 244, 245, грубо говоря, квадратных метров, включает 5 спален, 3 ванной комнаты и гардеробную. В комплексе всего 15 квартир, по одной на этаже, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Благодаря расположению на южной стороне моста Ханнам из окон открывается панорамный вид на реку, что делает жилье особенно привлекательным. Дополнительный интерес вызвал тот факт, что ранее эта квартира принадлежала актеру Ха Чон У. Сообщается, что он проживал там около 10 лет, с 13 по 23 год, прежде чем продать жилье Минхо в мае 23 года. Официальная передача прав собственности состоялась в августе прошлого года. После этого Ха Чон У переехал в Upper House Namsan в районе Йонсан, Сеул. Минхо и Ха Чон У познакомились во время съемок оригинального развлекательного шоу от T-Wing 2023 года под названием Bros on Foot. Вместе с другими участниками они выполняли различные задания в Новой Зеландии. Ну что ж, прекрасное жилье, отличный интерьер, площадь большая, можно когда-нибудь там и семью завести. Так что Минхо всего хорошего и двигаемся дальше. Субин из TXT рассказал о совете, который дал ему РМ. Давайте подробней. Субин из TXT рассказал, что перед участием в передаче Radio Star он просил совета у своих коллег. 16 июля в эфир вышел выпуск развлекательной программы MBC Radio Star под заголовком «Мировой класс. Я же тебе говорю, что ты один мне виден», в котором в качестве гостей приняли участие Чан Гын Сок, Ли Хон Ки, Субин из TXT и Ким Ши Йон, продемонстрировав свое остроумие и харизму. Лидер TXT Субин появился на шоу с амбициями стать новой звездой развлекательных программ. Это стало его первым участием в ток-шоу на общенациональном телеканале. Он признался: «Наша группа в целом не особо веселая, поэтому мы редко появляемся на таких шоу», вызвав смех в студии. Субин рассказал, что перед съемками Radio Star попросил совета у своих знакомых из индустрии. В частности, он говорил с Синкваном из Seventeen, который уже бывал на этом шоу. Субин пожаловался ему, что у него нет личных талантов для развлечения зрителей, на что Синкван ответил: «Какие еще таланты? Просто иди». И больше ничего не добавил. Субин с шуткой отметил, что решил: тот просто боится конкуренции. Он также спросил совета у РМ из BTS, и тот сказал ему: «Просто хорошо пошуми там и возвращайся». Все, такая вот небольшая история. Так что, пошумел он или нет, вы можете узнать, посмотрев выпуск данной программы, но вот такие советы от коллег по цеху. Двигаемся дальше. Monsta X объявили о возвращении в полном составе, давайте подробней. Ожидание почти подошло к концу. Monsta X готовится к долгожданному возвращению в полном составе. 16 июля Monsta X провели пресс-конференцию перед предстоящим концертом Connect X, посвященным их десятилетию, который пройдет в KSPO Dome, Сеул, в эти выходные. На вопрос о планах по выпуску нового альбома Кихён ответил: «Мы уже готовимся к камбэку, запись треков завершили давно, точные сроки я назвать не могу, но внутри компании дата уже определена.
Большая часть подготовки уже готова. Затем Джухон раскрыл, что камбэк состоится в сентябре. Назвал вам только месяц выхода альбома, с улыбкой сказал он. Это сентябрь. Мы постараемся выпустить его как можно раньше в этом месяце. А пока Monsta X выступает в Киевский дом с 18 по 20 июля в рамках концерта Connect X. Ну, то есть уже выступили на момент просмотра вами этого видео, но у меня еще выступает на момент записи. Что ж, ждете вы альбом или нет, пишите в комментариях. Давно не было у Monsta X ничего нового, так что будет наверняка что-то интересное. Успехов им и двигаемся дальше. Красотологии брендоводства начинается у нас с Инквана из Seventeen, и давайте подробней. Инкван из группы Seventeen принял участие в социальной кампании в поддержку устойчивого туризма. 17 июля администрация Чиджу опубликовала на YouTube промо-видео компании «Обещание с Чиджу». С 18 июля ролик начнет транслироваться по всей стране по телевидению, радио, а также на уличных билбордах в Чиджу и Сеуле. Родом с острова Чиджу, Инкван с радостью присоединился к проекту, чтобы поддержать родной край. Представитель компании поделился. Несмотря на плотный график, Инкван нашел время, чтобы поучаствовать. Его яркая энергия наполнила живописные пейзажи Чиджу еще больше жизнью. Компания направлена на повышение осведомленности о важности ответственного туризма и формировании культуры устойчивых путешествий. Известный своей искренней любовью к Чиджу, Инкван передал это чувство через свое участие. Он также поделился своими впечатлениями. «Я благодарен и горд тем, что смог помочь показать миру подлинную красоту и ценность Чиджу. Я всегда буду поддерживать Чиджу на его пути к тому, чтобы стать местом, где природа и туризм существуют в гармонии». Инкван также активно участвует в благотворительных проектах. В прошлом месяце он пожертвовал 20 миллионов вон администрации культурного наследия и Национальному трасту по охране культурного наследия на сохранение культурных ценностей Чиджу. В ноябре 2023 года, став официальным послом Чиджу, он также сделал взнос в рамках государственной программы пожертвования в пользу родного города, поддержав сохранение дельфина Афалины Индо-Тихоокеанского региона, вида, находящегося под угрозой исчезновения. И там еще немножко упоминаний о том, как он с группой Seventeen тоже с ЮНЕСКО был связан и до сих пор остается. В общем, прекрасная новость, почему бы и не помочь родному острову. Всего хорошего артисту и острову тоже. Двигаемся дальше. Далее у нас группа Stray Kids, которая будет коллаборировать с футболом. Давайте подробней. Кей-поп группа Stray Kids объединилась с клубом английской премьер-лиги Tottenham Hotspur, капитаном которой является южнокореец Сон Хэн Мин, для специального сотрудничества в преддверии исторического концерта группы на стадионе Tottenham Hotspur. Согласно заявлению JYP Entertainment, в среду Stray Kids и Tottenham представят лимитированную коллекцию совместных футболок в честь концерта группы Dominate, который пройдет в пятницу и субботу. Это выступление станет первым в истории сольным концертом кей-поп исполнителя на этой знаковой площадке. Вот что пишет JYP Entertainment. Stray Kids войдут в историю как первая кей-поп-группа, давшая сольный концерт на стадионе Tottenham Hotspur, и это сотрудничество отмечает эту важную веху. Обе команды совместно разработали дизайн футболок, чтобы отразить уникальную эстетику Stray Kids и культовую идентичность шпор. Агентство добавило, это сотрудничество подчеркивает пересечение спорта, музыки и моды, а также выражает общее видение самовыражения, глобальной связи и преодоления границ. Лимитированная форма доступна исключительно в официальном онлайн-магазине Tottenham Hotspur с 16 июля. Все, вот такая вот новость. Ну, фотографии, все, что я найду, прикреплены на экране, но там только одна футболка у меня на момент записи. Вот, тем не менее, здорово. Опять же, больше коллабораций, больше взаимовыгодных партнерств, а соответственно денег, рекламы и так далее. В общем, тогда Фрирачи сможет писать музыку круглосуточно, а не только каждый день. И двигаемся дальше. Далее Карина из СПА была выбрана амбассадором спортивного бренда, давайте подробнее. Официально, Карина из СПА стала частью семьи Nike. 18 июля бренд объявил о назначении Карины своим глобальным амбассадором. Вместе с объявлением Nike представили свою последнюю рекламную кампанию с участием девушки. В интервью Карина поделилась своей самой запоминающейся вещью от Nike, сказав: «Не будет преувеличением сказать, что я выросла на кроссовках Air Force One и кроссовках Dunks, но сейчас мои любимые кроссовки Nike — это Air Max Muse серебристого цвета. Фотографии прилагаются». Ну да, очень маленькая новость, но интересный факт. За границей никто не говорит Nike, они говорят Nike, по-моему. Ну, у нас в деревне говорят Nike. В общем, хорошие фотографии, хорошая Карина. Не хочу какую-нибудь рекламу сделать сейчас лишнюю, но это одна из тех компаний, у которых есть хотя бы кроссовки 48,5 размера для вашего ведущего. Что не означает, что нужно срочно бежать их скупать. Оставьте мне хотя бы одну пару. Карине всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас Jackson Wang на обложке журнала. Давайте подробней. Jackson Wang из GOT7 украсил обложку Happy's Bazaar Индонезия. Недавно была опубликована новая фотосессия Джексона для июльского номера индонезийского журнала. На снимках музыкант демонстрирует свое фирменное обаяние, которое сочетает мужественность и утонченность. Для этой фотосессии Джексон представил несколько стильных образов от бренда Louis Vuitton, амбассадором которого он является.
Между тем, на этой неделе Jackson Wang готовится представить свой третий студийный альбом под названием Magic Man 2. Подогревая интерес к предстоящему релизу, с начала этого года он выпустил несколько синглов из альбома, включая High Loan, GBAD, Bug, при участии индийского певца Дилджита Досанджа и Hate to Love. Ну и кроме того, как вы помните, группа GOT7 выпустила новый альбом Winter Heptagon в январе. Выход нового альбома Magic Man 2 намечен на 18 июля, он уже вышел, у меня в момент записи 19, и как только будет время, запишу обязательно реакцию на клип, который у него вышел как раз с этим альбомом. Да и альбом тоже надо послушать. Фотография отличная, Джексон по-прежнему Джексон. Кстати, вот сочетание, где он обнимает две сумки, выглядит очень даже здорово. Даже сумки, на самом деле, впервые скажу, что я захотел какую-то подобную сумку. Не знаю, что я с ней бы делал, но выглядит симпатично. В любом случае, Джексону всего хорошего. Глядишь, и Magic Man 3 не за горами, годик еще из 1,5-2. И двигаемся дальше. Жизель из СПА, собака и обложка журнала, давайте подробней. Участница группы СПА Жизель стала звездой обложки августовского номера Эль Каррия, сделав этот момент еще более особенным, снявшись вместе со своим любимым псом Купером. Размышляя об этом опыте, она поделилась. Будь то фотосессия или просто время, проведенное с Купером, именно в эти моменты я чувствую себя самой собой. Когда я делаю что-то с Купером, который уже давно стал моей семьей, это становится гораздо более значимым. После съемки Жизель дала интервью, рассказала о новом сингле SPA Dirty Work, она поделилась. Мне кажется, я постепенно нахожу свой собственный цвет. Я стараюсь выразить то настроение, которое хочу, работая вместе с командой. Мы были заняты многочисленными музыкальными шоу и промо-мероприятиями, но я была рада чаще видеть фанатов. Жизель также рассказала о творческом процессе группы. Визуальное направление — одна из моих любимых частей. Мы все активно делимся идеями, в том числе на встречах с режиссером музыкального клипа. Я не думаю, что какой-либо результат дается легко, это всегда процесс. На вопрос о влиянии содержательных бесед она ответила: хорошие разговоры с хорошими людьми — это своего рода побег от реальности. Я порой могу быть немного циничной, поэтому общение с позитивно настроенными людьми освежает и приносит удовольствие. Вот такая вот фотосессия и небольшое интервью. Ну, собак милый, хорошо вот смотрится в кадре и вроде не нервничает. Ну, опять же, он был с хозяйкой, поэтому, думаю, все в порядке. Тут не стоит беспокоиться. Так что Жизели группе СПА всего хорошего, да и собачки тоже. И все, двигаемся дальше. Пробежимся по концертам. Кан Даниэль, давайте подробней. Кан Даниэль отправится в тур по Соединенным Штатам в сентябре этого года. 16 июля по местному времени Кан Даниэль официально объявил о своих планах на американский тур Act New Episode. В рамках предстоящего тура певец проведет концерты в 12 городах США. После старта в Шарлотте 3 сентября Даниэль выступит в Вашингтоне, Нью-Йорке, Колумбусе, Индианаполисе, Чикаго, Канзас-Сити, Далласе, Сан-Антонио, Фениксе, Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Подробная информация будет как только так сразу, постер прилагается. Что ж, Кан Даниэль хороший артист, голос у него тоже мое уважение, думаю, справится, все будет хорошо. Двигаемся дальше. А далее у нас группа IVE и один из их самых больших фанатов. Кто же это? Ну, ранее в выпуске упоминался, но давайте подробнее. 16 июля официальный аккаунт IVE в социальных сетях опубликовал неожиданное обновление, которое привело в восторг фанатов по всему миру. Подпись гласила: IVE X J-Hope встретились в Берлине, и сопровождалась групповой фотографией, запечатлевшей памятный момент встречи мировых звезд кей-поп. На фотографии J-Hope из BTS стоит в центре, по бокам от него все 6 участниц IVE. Он позирует с распростертыми руками, а участницы IVE тянутся к нему с обеих сторон, создавая оживленную и трогательную сцену. Встреча этих всемирно известных артистов быстро привлекла к себе внимание, подчеркнув растущее глобальное влияние кей-поп. И J-Hope и IVE выступили на Лалапалуза в Берлине, который проходил на историческом Олимпийском стадионе. 13 июля по местному времени J-Hope стал хедлайнером мероприятия, выступив с динамичным 90-минутным сетом. IVE выступили днем ранее, представив 55-минутное шоу с исполнением своих хитов в сопровождении живого бенда. IVE также планирует выступать на Lollapalooza Paris 20 июля и на Longchamp, в общем, название на экране, продолжит свой тур по европейским музыкальным фестивалям. Но такая вот милая коллаборация, так что новость возымела продолжение, вот, пожалуйста, и в шоу он пообщался с ними и слушал в армии, и вместе они выступали на большом концерте. Так что всем артистам счастья, здоровья и всех благ. По традиции, это не конец ролика, это вот бумажка на экране, надпись на экране и список прекрасных, великолепных людей. Вот они, бустеры. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, YouTube спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Большое вам спасибо. От души, душевно в душу. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходи, смотрите, изучайте, там я отвечаю на комментарии, на личку, и там, опять же, много адекватных людей собралось, каждый, кто там есть. Помимо этого, это прекрасная возможность поддержать выход адекватных новостей в эти тяжелые времена, когда все блокируют, тормозят и так далее. Другие каналы, которые тоже веду в одно лицо: MPTube, реакции, марафоны, комментарии к клипам со стороны
специалиста, а не орущей головы, которая каждый раз одно и то же говорит: такого там нет, да, возможно, кого-то это разочарует, и вы не пройдете, но если хотите комментарий от звукорежиссера, музыканта и так далее, то вам туда обязательно проходите. MP Entertainment, музыка моего производства, самый свежий релиз, вот он здесь на экране, следующий. Да он, по-моему, уже на следующей неделе выходит, а точнее, когда вы смотрите, на этой неделе выйдет, которая уже впритык, но он записан, осталось там правки финальные ввести, обложку доделать, ну, в общем, все горит, сроки все нарушены, но выйдет в июле. И Telegram, чтобы не теряться. Это не конец выпуска, нет, у нас продолжение, давайте дальше. Далее у нас рубрика с рекордами, победами и достижениями открывает виртуальная группа Playf. Погнали! Японский сингл-альбом виртуальной айдол группы Playf возглавил главные музыкальные чарты Японии. По данным Oricon, от 17 июля первый японский сингл Playf, название на экране попробую прочитать, но за японский не ручаюсь, Какуренбо, набрал 221 385 баллов в еженедельном комбинированном рейтинге синглов, что принесло группе наивысший недельный рейтинг среди иностранных исполнителей в этом году и позволило занять первое место. Playf уже ранее занимали первое место в еженедельном рейтинге синглов Oricon. Это также стало самым высоким показателем продаж за первую неделю для иностранного артиста в Японии в 2025 году, что принесло им двойную корону в еженедельном музыкальном чарте Oricon. Кроме того, они заняли первое место в чартах Billboard Japan Top Single Sales, Top 100 и Hot 100, завоевав 4 первых места в основных музыкальных чартах в Японии, включая Oricon. Тем самым Playf доказали свою взрывную популярность в Японии, продемонстрировав быстрый рост с момента дебюта в стране. И между тем, начиная с концертов в KSPO Dome в Олимпийском парке в Сеуле 15-17 августа, группа отправится в свой первый азиатский тур Dash Quantum Leap, отмечая вторую годовщину дебюта. Что ж, успехов виртуальным парням, ну за ними стоят живые люди, так что как бы 50 на 50 они виртуальные. И двигаемся дальше. Blackpink одержали победу со своей новой песней «Давайте подробней». Blackpink получили первый трофей на музыкальном шоу с новым цифровым синглом Jump. В эпизоде M Countdown от 17 июля кандидатами на первое место были Jump, Blackpink и This Is For Twice. В итоге победу одержали Blackpink, набрав в общей сложности 7792 балла, Twice получили 5180. Для Blackpink это 61-я победа. Поздравляем прекрасных девушек с этим достижением, счастья, здоровья, двигаемся дальше. А далее у нас Jin из BTS, Idol, Boy Next Door, G-Dragon и многие другие получили платину, и не только, давайте подробнее. Circle Chat объявили о новой серии официальных сертификатов. В этом месяце Seventeen получили тройной миллионный сертификат за продажу более 3 миллионов копий мини-альбома 2021 года «Атака», а также двойной миллионный сертификат за продажу более 2 миллионов копий своего последнего альбома «Happy Birthday». Rise получили два отдельных сертификата за свой первый полноформатный альбом Odyssey. Обычная версия получила миллионный сертификат за более чем 1 миллион проданных копий, а версия SMC стала платиновой за 250 тысяч проданных копий. Boy Next Door также получили официальный миллионный сертификат за продажу более 1 миллиона копий своего последнего мини-альбома No Genre. Тем временем последний мини-альбом Idol We Are стал трижды платиновым за более чем 750 тысяч проданных копий с момента выхода. Essence of Reverie, Big Hyuna из EXO, Echo Jin из BTS и Nemo-версия Ubermensch G-Dragon из Big Bang стали дважды платиновыми за более чем 500 тысяч проданных копий. Kick Out Flip Now группы Kick Flip, Assemble 25, Cosmo группы Triple S и Da группы P1 Harmony стали платиновыми, продав более 250 тысяч копий каждого. В общем, такие вот платиновые сертификаты получили артисты. Всех поздравляем, успехов и двигаемся дальше. Далее у нас J-Hope из BTS поделился фотографиями с известным поп-исполнителем из США, давайте подробней. Участник BTS J-Hope недавно зажег сцену фестиваля Lollapalooza в Берлине своим энергичным выступлением. Спустя несколько дней всемирно известный кей-поп-исполнитель поделился серией фотографий с мероприятия. На снимках, опубликованных в соцсетях 16 июля, можно увидеть, как J-Hope встретился с другими артистами за кулисами музыкального фестиваля. В частности, в его посте было совместное фото с поп-легендой Джастином Тимберлейком, которое мгновенно привлекло внимание поклонников. J-Hope также поделился снимком с восходящей звездой Грейси Абрамс. И ранее уже говорил о том, что с группой iPhone тоже был запечатлен. 14 июля по корейскому времени J-Hope выступал в качестве хедлайнера фестиваля Lollapalooza Берлин, заняв финальную главную сцену на Олимпийском стадионе в столице Германии. Его 90-минутный сет стал захватывающим завершением фестиваля, продемонстрировав его талант, харизму и глобальную привлекательность. Мероприятие собрало около 60 тысяч зрителей, и фанаты выстраивались в очередь с самого утра. Такая огромная явка в очередной раз доказала международную популярность айдола и мощное влияние кей-поп на мировую сцену. Вот такая вот история. Всего хорошего артисту, побольше концертов и двигаемся дальше. А далее у нас BTS и хаотичный лайв. Давайте подробней. Участники BTS устроили один из самых неожиданных и смешных эфиров за все время.
Смены платформ, неожиданные подключения, братские подколы — все это происходило, пока многие армии еще спали. Вот краткий обзор самых запоминающихся моментов. Первый. Они долго все настраивали. Между сменой платформы, настойками камеры, начало трансляции было особенно хаотичным. Цитата. «Не могу поверить, что мы смотрим лайв 4 участников с разделенным экраном». 2. Они пожертвовали Чимином, чтобы пригласить Джей Хоупа. Так как Weverse позволяет одновременно выводить на экран только две камеры, одного участника пришлось отключить, чтобы подключить Хобби. Поскольку Хобби хотел присоединиться, а лимит 2 камеры, они попрощались с Чимином, чтобы пригласить его. Третий пункт. Джей Хоуп подключился из аэропорта и испарился. РМ назвал его суперзвездой, Чонгук и другие пытались с ним поговорить сквозь шум и задержку. Хобби подтвердил, что находится в аэропорту, но вскоре ушел, чтобы пройти контроль. Тут даже есть переписка. Ви, все работает, Чонгук, Джей Хоуп, РМ, ты где? Джей Хоуп, в аэропорту. Чонгук, он в аэропорту, РМ, это суперзвезда, да. Чонгук, Хён, ты Кироро? Джей Хоуп, да, я в аэропорту, мне нужно идти. РМ, Хобби, зима там, Джей Хоуп, нет, это обрыв связи. Четвертый пункт, момент между Ви и Чонгуком. Сложно было не закружиться от всех этих смен ракурсов, игры с камерой и бессмысленного веселья. Что они вообще вытворяют, эти двое? Пожалуйста, момент представлен на экране. Пятый пункт, РМ хотел пригласить всех айдолов подряд. Всегда полный идей, РМ предложил позвать айдолов из других агентств, чтобы эфир стал еще безумнее. Цитата от РМ. Почему бы не пригласить людей из других агентств? Ты откуда? Из SM, YG, Ви и Чонгук не смогли сдержать смех. РМ продолжил. Приятно познакомиться. Ты где? Мы в Лос-Анджелесе. А ты кто? В Токио. Где? Что? Ты в Кванджу? Это рассмешило как участников, так и фанатов. Шестой пункт. Чимин рассмешил всех просто своим присутствием. Как всегда, даже когда он просто сидит, все смеются. Цитата. Очередной день, когда Чимин сводит всех с ума просто своим дыханием. Седьмой пункт. Каждый момент невольно становился мемом. Общий хаос в эфире создавал идеальные моменты для мемов. Совершенно случайно. Пожалуйста, моменты для мемов. Восьмой пункт. Чонгук спросил Джей Хоупа, не он ли Кирора. Эта фраза вызвала настоящий взрыв хохота, и визуально, и по интонации было похоже. Пожалуйста, вот примеры. Девятый пункт. Комментарии Чимина были очаровательны. Чимин, немного уязвленный, но в хорошем настроении, писал в чат, стараясь привлечь внимание. Цитата из чата Чимина. «А как же я, ребята? Хобби Хён тоже важен, но как же я, ребят? Вы вообще видите мои комментарии?» Десятый пункт. РМ предложил Чимину надеть одежду Ви. Но об этом мы говорили в прошлом выпуске. Там как раз была ситуация с большим количеством прозрачной одежды у Тэхёна. 11 пункт, где были Джин и Шуга. Судя по всему, они просто не были в эфире, и фанаты тут же превратили это в шутку. Юнги и Джин где-то вне этого хаоса. 12 пункт. До последнего момента над Чимином продолжали подшучивать. Даже в самом конце не удержались, подловили и вышвырнули его из эфира, что вызвало бурный хохот. Ви. Чимин, подожди минутку. Чимин. Почему? Ви. Смеясь. Вот поэтому и удаляет его из эфира. РМ, Чонгук и Ви начинают громко смеяться. Этот спонтанный сумбурный лайф еще раз доказал, насколько уникальна химия между участниками BTS. Именно за такие моменты армии их и любят. Ну, в общем, я уверен, что большинство из вас смотрел этот стрим, и это скорее, знаете, я ознакомился с хроникой того веселья, которое упускаю из-за того, что у меня нет времени свободного ни на что, кроме работы. Уверен, им там весело. А это самое главное, когда делаешь серьезную работу, такую как написание альбома. Процесс должен быть серьезным и строгим, но при этом и повеселиться тоже можно. Так что артистам всего хорошего и двигаемся дальше. Далее, аккаунт Чонгука в соцсети новый продолжает набирать подписчиков, давайте подробней. Чонгук открыл новый аккаунт спустя 2 года после закрытия предыдущего, на который было подписано более 50 миллионов человек, это если что про запрет грамм речь. Чонгук из BTS в очередной раз продемонстрировал свое глобальное влияние, набрав миллионы новых подписчиков за один день после запуска своего нового аккаунта в соцсетях. Хотя в личном аккаунте, созданном во вторник, еще не было ни одного поста, к утру, среды, число его подписчиков превысило 6,5 миллионов, может быть на момент выхода новости там уже и под 10. Чонгук подтвердил, что профиль действительно принадлежит ему во время прямой трансляции с нового аккаунта. Он также объяснил в последующей трансляции Weverse Live, что название аккаунта... Название на экране — это сокращение от «Меня зовут Чонгук». В декабре 2021 года он впервые запустил личный аккаунт в соцсетях, который набрал более 50 миллионов подписчиков, однако в 2023 году удалил аккаунт, заявив, что не пользуется им. Его новый аккаунт в настоящее время подписан на официальную страницу BTS и личные аккаунты других участников группы. Такая вот небольшая новость, можно сказать даже, что рекорды победы и достижения у нас заглянули на огонек. Поздравляем его с этим достижением и будем надеяться, что... больше не удалит. Ну и, конечно же, интересно, сможет ли он быстро набрать 50 миллионов и превысить предыдущий свой собственный рекорд. Ваши мысли в комментариях и двигаемся дальше.
Ви из BTS попал в сериал? Каким образом? Давайте подробней. Сольная песня Friends участника BTS Ви, также известного как Ким Тэхён, прозвучала в заключительном сезоне сериала «Этим летом я стала красивой». Стало известно, что сольная композиция Тэхёна Friends была включена в список саундтреков третьего сезона популярного сериала Prime Video «Этим летом я стала красивой», премьера которого состоялась 16 июля. Эта песня также была добавлена в официальный плейлист сериала на платформе Spotify. «Этим летом я стала красивой» — это романтическая драма о взрослении, которая следует теме первой любви, разбитого сердца, самопознания и семейных уз. Основной целевой аудиторией данного сериала являются девушки-подростки. В свою очередь, песня Friends — это душевный поп-R&B трек, преисполненный желания положить конец дружбе с тем, чтобы превратить эти отношения в нечто куда более глубокое. На основную идею песни намекает также игра слов, заложенная в ее названии. По всей видимости, создатели сериала посчитали, что проникновенная песня Ви, волнующая границы любви и дружбы, идеально подходит для сцены с участием брата Бейли Стивеном и ее лучшей подругой Тейлор в первой серии третьего сезона, и, как считают фанаты Ви, ничуть не прогадали. Примечательно, что не так давно созданный Тэхёном в сотрудничестве с R&B исполнительницей Уми трек Wherever You Are также прозвучал в финале еще одного популярного сериала Prime Video «Гарлем». Вот такая вот история, как Тэхён попал в сериал, а точнее его песня. С чем только можно его поздравить, опять же, распространение музыки — это всегда здорово. Успехов артисту и двигаемся дальше. Далее, Ви и Чонгук удивили поклонников, а чем давайте подробней. Ви и Чонгук из BTS порадовали поклонников неожиданной трансляцией в прямом эфире социальной сети. 17 июля два участника мировой айдол-группы вышли в незапланированный прямой эфир. Ви начал трансляцию во время поездки в машине, рядом с ним сидел Чонгук. На Ви был ярко-красный свитер, серые спортивные штаны и очки в оправе, тогда как Чонгук, как обычно, выбрал полностью черный наряд. Айдолы представили зрителям спонтанный момент из своей повседневной жизни. Во время короткой 8-минутной трансляции на аккаунте Ви они вели себя игриво и продемонстрировали свою потрясающую внешность, вызвав радость фанатов. Камера запечатлела неформальное общение, смех, непринужденные реплики, танцы под музыку и легкую импровизацию, превращенную в полноценный медийный жест. Тем временем участники BTS, RM, Suga, Jimin, Ви и Чонгук по сообщениям находятся в Лос-Анджелесе, где работают над новым альбомом для камбэка. Джей-Хоуп и Джин, как ожидается, присоединятся к ним после завершения своих сольных активностей. Ну вот такая вот небольшая история. Были ли вы удивлены, пишите в комментариях. Опять же, всем артистам всего хорошего и, конечно, до альбома еще как до Луны, но может быть какие-то кадры с процесса его создания ближе к осени покажут. Ну, может быть да, а может быть и нет. В любом случае, всем добра. Такой у нас сегодня был выпуск. Может будет сцена после титров, может быть и нет. Тут не угадаешь. Также, если вы смотрите в первый раз, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Если давно без подписки, тем более, это поможет каналу. Можете и комментарии оставить, ну, желательно поадекватней. Продвинем же адекватные новости. Дальше, выше, быстрее, сильней. Это сложно, но я думаю, у нас все получится. Нас же вон 25,5 тысяч уже. И как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Итак, как обычно, блок саморекламы, вот, пожалуйста, самый свежий релиз, на MP Entertainment их гораздо больше, следующий в конце июля, так что обязательно слушайте. Получается, в момент выхода этого ролика, теоретически он уже будет на этой неделе выпущен, но посмотрим по ситуации, как модерация пройдет, что еще у нас, ну, да. В конце июля я уеду в отпуск, уже спасибо тем, кто пожелал мне, что вот хорошего отпуска и так далее, я еще не уехал, мне еще предстоит много чего записать. И отложить потом, чтобы он автоматически выходил, и вы не оставались без контента. Так что да, без контента вы не останетесь, но будет специально опубликовано 3 поста на этом канале, в сообществе, на реакционном и в Телеграме, касаемо всех вот этих планов, что вы получите, пока я отдыхаю. И даже во время отдыха будет записан один новостной выпуск в дружеской студии, так что будет много чего интересного. Спасибо тем, кто смотрит до конца. Вы просто прекрасные люди. Бустерам еще раз низкий поклон. Надеюсь, вас тоже станет больше. И тогда, глядишь, может быть, и на стену хоть какую-то полочку прикрутим, поставим эти фигурки BTS, которые у меня там стоят за углом. Посмотрим. И сейчас либо сцена после титров, ну, либо пойду монтировать. Надо же, а что это сцена после титров в обычном ракурсе? Что означает, что как только я хотел нажать на стоп, я увидел, что еще появилась парочка новостей. Так что давайте к сцене после титров. Итак, далее у нас очередная шиза-история. Относитесь к ней только как к развлекательному контенту, не воспринимайте серьезно о том, что Чонгук встречается с участницей СПА. Новые доказательства, вот такие вот делаю кавычки, доказательства неопровержимые, и давайте вместе посмеемся и посмотрим, что ж там накопали. К сути. Новость переводится на ходу. Слухи об отношениях Чонгука из BTS и Winter is Spa снова стали трендовой темой в интернете. Новый аккаунт Чонгука в Instagram и его никнейм снова оживили эти обсуждения.
Опять же, у кого-то много свободного времени. Ранее в июле эти два айдола оказались в центре спекуляций после того, как пользователи сети попытались собрать воедино доказательства, указывающие на возможные отношения. Это тогда были наушники и кепки. Эти заявления были в основном отвергнуты как беспочвенные, а предполагаемые доказательства варьировались от одинаковых аксессуаров до общей любви к качалке. И, конечно же, новый аккаунт Чонгука в соцсети привлек внимание, и снова начали искать вот эти доказательства неопровержимые. Например, то, что у него аккаунт называется MNE Чонгук. Это может быть тонкая отсылка к настоящему имени Уинтер Мин Джон, которое читается как Мин Джонкук. Это быстро породило новые предположения о романтических отношениях между двумя айдолами. Масло в огонь подливает то, что фанаты обнаружили, что аккаунт был создан несколько месяцев назад. Сообщается, что изначально он был I am Jungkook, что поразительно похоже на аккаунт Winter в Instagram I'm Winter. Да, доказательства неопровержимые, конечно. Однако позже Чонгук вышел в прямой эфир, чтобы рассказать о своем новом аккаунте и даже раскрыть значение загадочного имени пользователя. Он пояснил, что новое имя пользователя означает просто «меня зовут Чонгук», тем самым опровергнув все шизотеории. Разумеется, многие фанаты BTS и SPA сказали, что это вообще натягивание совы на глобус, и не нужно лезть в частную жизнь айдолов. И вот такая вот шиза-история о том, как кто-то опять пытался доказать свои какие-то фанфик-хотелки. По-моему, очень забавно. Это в очередной раз нам говорит о том, что есть очень много несчастных людей, у которых много свободного времени, и пытаются поженить кого-то. Зачем? Непонятно. Но, надеюсь, эта новость вас развлекла. И, конечно же, на фоне этого можно выдумать очередное великолепное доказательство какой-нибудь шизотеории. Прямо сейчас сгенерирую. Если в имени Чонгук заменить все буквы, возможно, даже добавив новых, то получится лапша доширак. Чонгук рекламирует доширак! Черт, надо срочно бежать в Твиттер и все это писать. Ну, в общем, такая вот забавная история, не воспринимайте ее всерьез. И Чонгуку и Winter всего хорошего в их творческой деятельности. Двигаемся дальше. Далее, в недавнем эфире спонтанном Ви и Чонгука, который тоже обсуждался ранее в выпуске, люди увидели кое-что новое у Чонгука. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавно Ви из BTS провел спонтанную трансляцию из машины, где еще был с ним Чонгук, и люди заметили кое-что интересное, что во время трансляции одна из татуировок Чонгука претерпела радикальные изменения, его татуировка с быком теперь была полностью покрыта красными чернилами. Они были в восторге от этой разницы и, увидев намеки на новые работы, после демобилизации с нетерпением ждут новых татуировок Чонгука. Пожалуйста, вот все фотографии на экране. Да, вот такая новость, он просто обновил чернила, скорее всего, ну или закрасил быка, я не разбираюсь, у меня татуировок нет. Но люди в восторге. Как вам это? Пишите в комментариях. Ну, лишь бы человек был счастлив, а иглы были стерильными. Двигаемся дальше. Один из друзей Тэхёна сказал, что он больше всего ненавидит в артисте. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Пак Со Джун продемонстрировал, насколько он близок с Ви из BTS, поделившись привычкой айдола, которая ему не очень нравится. Пак Со Джун и Ви являются частью легендарной группы Вуга Squad и на протяжении многих лет не раз демонстрировали свою дружбу от совместных съемок в Хваран до общения как обычные друзья. И хотя Пак Со Джун очень любит Ви, их близость и братская энергия позволяют им не бояться делиться с ним тем, что может не всегда ему нравиться в его лучшем друге. Пак Со Джун появился в одном из эпизодов MMTG вместе с остальными актерами фильма «Бетонная утопия». Конечно, неудивительно, что ведущий Джеджи упомянул Ви из BTS во время видео. В частности, они показали фотографию с красной дорожки, где Ви поцеловал руку, но вот этот вот жест. Джеджи отметил, что актер выглядел удивленным, когда Ви сделал это. Цитата: «Когда Ви поздоровался и поцеловал свою руку, вы, казалось, удивились, спрашивая: ты что, только что поцеловал свою руку?» Пак Со Джун весело поделился своими истинными мыслями о Ви, добавив: «Я говорю это потому, что мы близки». Затем актер весело объяснил, что у Ви есть привычка двигать головой. Пак Со Джун добавил, что ему это не нравится, и даже добавил, что не понимает, почему Ви так делает. «Ну знаешь, как Тэхён головой это делает? Мне от таких вещей на него смотреть не хочется. Ха-ха-ха. Нет, ну зачем ему это?» Однако Пак Со Джун добавил: «Но это всегда получается очень естественно, так что это захватывающе». Вот такая вот милая, забавная история. Если у вас какие-то любимые жесты артиста, пишите в комментариях. Всем вышеназванным всего хорошего. И это была сцена после титров. Может быть, будет еще там сцена после титров, после сцены после титров, но уже с другого ракурса. Все, пойду монтировать.